Дорогие друзья, 12 июня в нашей стране отмечают праздник – День России. Это праздник каждого из нас. Это праздник уважения и любви к Родине. Дорогие спортсмены, кто-то из вас только начинает путь к большим спортивным достижениям, а кто-то уже добился самых важных наград в жизни. Самбо – это вид спорта, который родился в нашей стране. Он символизирует взаимное обогащение культур многих народов и национальностей. И именно поэтому самбо получил признание Международного олимпийского комитета. Дорогие спортсмены, верьте в себя, в свои силы, в своего тренера, и вы обязательно победите. Хочется пожелать вам крепкого здоровья, счастья, относиться друг к другу с уважением и вниманием, беречь друг друга. С праздником! Добрый день, уважаемые друзья! История развития самбо тесно связана с историей нашей страны. Все виды единоборств, которые были распространены на территории бывшего Советского Союза, органично влились в новый вид единоборства – самооборону без оружия – самбо. Достаточно назвать виды, популярные в республиках Союза. В Азербайджане – гюлеш, в Армении – кох, в Грузии – чидаоба, в Молдавии – трынта, в республиках Средней Азии – варианты кураша, буштингири, в России – русская борьба в схватку, татаро-башкирская борьба, куреш, Якутия, капсагай. В процессе своего развития самбо синтезировало в себя также различные виды борьбы и системы самозащиты народов мира. Например, во Франции сават, в Японии дзюдо, джиу-джитсу, сумо, карате, в Китае разновидности ушу, в Монголии бухбарильда. Этот список можно продолжить до бесконечности. Сегодня представитель каждой национальности увидит кусочек своей культуры, своих традиций в нашем самбо. Естественно, что самбо, созданное на основе многих национальных видов единоборств, располагает огромным арсеналом техник и стилей. В нем сейчас насчитывается более 1000 различных приемов защиты и нападения. Традиционно, обращаясь к истории создания самбо, мы выделяем фамилии 3 специалистов – Ощепков, Спиридонов, Харлампиев. 3 выдающиеся личности, которые смогли собрать все лучшее, организовать людей и создать фундамент для сегодняшнего самбо. Для них это стало делом всей жизни. Василий Сергеевич Ощепков вернулся из Японии в Россию 23 июня 1913 года. В Японии он окончил Токийскую духовную семинарию Кодакан и получил звание сёдан, то есть учитель 1 степени. Вместе со званием получил и черный пояс по дзюдо. Ощепков становится первым русским, получившим черный пояс. В то время в стране очень популярным становится джиу-джитсу. После русско-японской войны молодые люди увлекаются японскими приемами, якобы способными за пару уроков от любого сделать неуязвимым. И Василий Сергеевич легко подхватывает это молодежное увлечение и открывает во Владивостокском спортивном обществе «Спорт» первый в России кружок любителей японской борьбы, в программу обучения в котором вошли дзюдо и сумо. И уже в 1915 году в японском обществе местных резидентов проходит первая встреча его учеников с командой японских дзюдоистов. Каждая сторона выставила по 12 человек. Встреча закончилась в ничью. После Октябрьской революции 1917 года власть во Владивостоке перешла в руки большевиков. Василий Сергеевич Ощепков лишается службы. И только в 1919 году его мобилизуют в армию Александра Васильевича Колчака. В армии он прослужит до 1921 года в качестве переводчика в Японском управлении военно-полевых сообщений. В середине 20-х годов Борис Алексеевич Кальпус, главный инструктор физподготовки рабочей крестьянской Красной Армии, вызывает Ощепкова в Москву для начала работы по рукопашному бою и дзюдо.
Сначала Ощепков проводит курсы на базе Центрального дома культуры, а в 1930 году вовсе переезжает в Москву на постоянное место жительства, начинает работать инструктором по изучению рукопашного боя для военнослужащих и высшего комсостава в Центральном доме культуры, а в 1931 году уже работает в Государственном Центральном институте физической культуры, куда вводят изучение борьбы дзюдо. В 1927 году в газете «Красноармейская звезда» Василий Сергеевич публикует статью «Японскую дзюдзицу в Красную армию». В ней он делает главный акцент на то, что рукопашный бой имеет огромное значение в военных действиях и указывает на то, что для армии необходимо дать самый широкий размах развития фехтования на саблях и винтовках в нашей армии, а приемы фехтования совместить с приемами джиу-джитсу. Тем самым он уже начинает смешивать виды единоборств, и начинается новый этап. 29 ноября 1932 года. В Государственном Центральном ордена Ленина Институте физической культуры создается военный факультет, на который возлагается подготовка специалистов по физической культуре и спорту для Красной армии и войск госбезопасности, Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству «Динамо». При военном факультете были организованы краткосрочные курсы для армейских специалистов по физподготовке. На факультете и курсах были введены обязательные занятия по дзюдо под руководством Ощепкова по самым расширенным программам. Ощепков назвал свою систему «Дзюдо по схеме Института физической культуры», отделяя ее от «Дзюдо по схеме Института Кодокан». Его система включала боевую часть дзюдо и борьбу вольного стиля дзюдо, то есть спортивную часть. В 1931-1937 годах на кафедре защиты и нападения Ощепков работает с ведущими специалистами СССР по французской борьбе, боксу, фехтованию, поднятию тяжестей, каждый из которых внес заметный вклад в развитие спорта, в совершенствование техники и методики обучения и тренировок. Совместная работа, безусловно, способствовала совершенствованию системы дзюдо, которую разрабатывал Ощепков. 11 октября 1936 года создается секция дзюдо Всесоюзного комитета по делам физической культуры и спорта Совета народных комиссаров СССР. Председателем комитета становится Василий Ощепков. 1937 год для советского дзюдо становится поистине страшным. В условиях обострения советско-японских отношений оно было исключено из планов техникумов и основных отделений институтов физической культуры. 24 декабря был запланирован турнир «Москва-Ленинград» по инициативе Василия Сергеевича. Турнир прошел. В нем принимали участие 7 лучших спортсменов Москвы, 7 лучших спортсменов Ленинграда в 7 весовых категориях. Но до чемпионата сам Василий Сергеевич не дожил. В ночь с 1 на 2 октября он был арестован по обвинению в шпионаже в пользу Японии. А в ночь на 10 октября Василий Сергеевич Ощепков скончался в тюрьме от стенокардии. Рассекреченное дело Ощепкова содержит в себе всего лишь несколько документов, но ни один из них не доказывает его причастности к шпионажу. Второе имя в истории развития самбо – Виктор Афанасьевич Спиридонов. В те же 20-е годы параллельно Ощепкову над приемами защиты и нападения по системе джиу-джитсу начинают работать Виктор Спиридонов, Нил Азнабишин, Иван Солоневич и Александр Буценко. В своих разработках боевых приемов спортивных задач они не ставили, тем более внедрение этих приемов в широкие массы физкультурников. Цель этих разработок была одна – исключительно для служебного пользования в правоохранительных органах ВЧК, НКВД, ОГПУ.
Наиболее заметным стал Виктор Афанасьевич Спиридонов. Спиридонов начал работу по созданию собственной системы самозащиты с 1920 года, в период работы на московских окружных курсах инструкторов спорта и допризывной подготовки. В основу он положил джиу-джитсу, добавив затем ряд элементов французской и вольно-американской борьбы и английского бокса. Эта система была официально принята на вооружение органами госбезопасности и с 20-х по 30-е годы развивалась в обществе «Динамо», которое заведовало физической подготовкой сотрудников государственной безопасности, пограничных войск и, несколько позднее, милиции. В 1921 году Спиридонов создал основу новой системы, составленную из лучших элементов боевых искусств того времени. Это были приемы боевого раздела борьбы в одежде, которым обучали бойцов Красной Армии и правоохранительные органы. В 1923 году на базе «Динамо» образовывается закрытое общество активистов «САМОС» – кружок джиу-джитсу. Спиридонов является автором термина «самбо», что означает «самооборона без оружия». Уже в 1927 году он выпустил учебное пособие «Самооборона без оружия» с попыткой организации состязаний, но строго закрытых, ведомственных. На титульном листе была надпись «Не подлежит оглашению». Спиридонов разработал собственные правила соревнований, описал технику, тактику и методику своей системы в 3 монографиях, которые являлись секретными руководствами для сотрудников государственной безопасности. Система Спиридонова называлась джиу-джитсу, позднее «САМОС», затем «САМ» и, наконец, «самбо». Так же, как и система Ощепкова, она имела боевой и спортивные разделы. И начиная с 1929 года по ней проводились закрытые соревнования в обществе «Динамо». Но Виктор Афанасьевич не просто создал систему, он продолжал ее внимательно изучать и развивать, что помогло устранить многие дефекты приемов, заимствованных им из низкопробных руководств, как он сам считал. Но техника его системы была крайне нерациональна, что проявилось при первых же неофициальных спортивных встречах учеников Спиридонова с учениками Ощепкова, в которых спиридоновские самбисты оказались бессильны перед дзюдоистами. В этой ситуации Спиридонов вместо того, чтобы признать недостатки своей системы и методики и заняться их устранением, отказался от любых контактов с Ощепковым, ссылаясь на то, что его система является секретной, предназначенной только для сотрудников государственной безопасности и не может демонстрироваться посторонним. Пользуясь своими связями в руководство «Динамо» и убеждая начальство, что распространение дзюдо в «Динамо» и в милицейских структурах способно пагубно сказаться на качестве подготовки к рукопашным схваткам сотрудников государственной безопасности и милиции, он добился устранения Ощепкова из всех динамовских подразделений, куда его приглашали, и его увольнения из Центральной высшей школы рабочей крестьянской милиции. В 1934 году в Государственном Центральном Ордена Ленина Институте физической культуры была введена специализация дзюдо. На нее зачислялись студенты старших курсов, желавшие в будущем стать тренерами именно дзюдо. Обучение на этой специализации проводилось под руководством Василия Сергеевича Ощепкова. Студентов становилось больше, и борьба постепенно распространялась по стране. В 1935 году начинается организационное оформление дзюдо в системе официальных органов управления развитием физической культуры и спорта. Создаются Московская городская секция дзюдо, Ленинградская городская секция борьбы вольного стиля. Многочисленные кружки открываются в Москве, Ленинграде, Харькове и других городах. Проходят первые первенства Москвы и Ленинграда. Одним из учеников Василия Сергеевича Ощепкова уже в Москве становится Анатолий Аркадьевич Харлампиев. Это третье важное имя в истории самбо.
Анатолий Аркадьевич Харлампиев – исследователь элементов борьбы народных игр, боевых искусств и национальных видов борьбы народов СССР, заслуженный мастер спорта СССР, а впоследствии заслуженный тренер СССР. С ранних лет Анатолия Харлампиева тренировал его отец, специалист по боксу Аркадий Харлампиев. Поступив в инфискульт, Анатолий Харлампиев знакомится с Василием Сергеевичем Ощепковым. В 1934 году Ощепков создает свою секцию в только что построенном дворце Авиахима, Крылья Советов, которую в 1935 году передает своему ученику, практиканту инфискульта Анатолию Харлампиеву. Анатолий Аркадьевич оказался достойным учеником своего великого учителя. И уже в конце 1937 года инициативная группа продолжила организацию всесоюзной секции борьбы дзюдо. Провела первый международный турнир матч Москва-Ленинград, после которого прошли перевыборы руководства всесоюзной секции. Председателем был избран Александр Рубанчик, заместителем Николай Голковский, и членами комиссии стали Гладков, Сагателян, Сидоров, Васильев и Харлампиев. Все они ученики Ощепкова. После 1937 года турниры начинают проводить ежегодно. И не только в столице, но и в регионах. В мае-июне 1938 года Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту при Совете народных комиссаров СССР поручают Харлампиеву провести первый сбор тренеров, преподавателей и инструкторов по дзюдо и национальным видам борьбы. После сбора была проведена конференция, где утвердили правила соревнований по новому виду борьбы, и тогда была создана всесоюзная секция самбо. Анатолий Харлампиев и Александр Рубанчик подготовили материал для приказа Всесоюзного комитета по физической культуре и спорту, из чего был создан приказ 633, где говорилось, что новая борьба сложилась из наиболее ценных элементов национальных видов борьбы нашего необъятного союза и представляет собой чрезвычайно ценную по своему многообразию техники и оборонному значению вид спорта. В июне-июле 1938 года прошел первый всесоюзный методический учебно-тренировочный сбор по борьбе вольного стиля дзюдо. Начальник сбора Александр Рубанчик, главный тренер Анатолий Харлампиев. И вслед за ним первая научно-методическая конференция. На конференции прозвучало официальное заявление о рождении в СССР нового вида спорта – советской борьбы вольного стиля, якобы сложившейся не на базе дзюдо, а в результате изучения и обобщения приемов национальных видов борьбы народов СССР. Большинство участников сбора, являясь учениками Ощепкова или учениками его учеников, прекрасно знали, что это не так. Но в условиях развивающихся массовых репрессий, не имея даже возможности упомянуть имя Ощепкова, они отошли от названия дзюдо, которое связывало борьбу вольного стиля с Японией, родиной воинствующего фашизма. В результате борьба вольного стиля дзюдо Ощепкова в одночасье приобрела новое официальное название – «Борьба вольного стиля», которое в 1940 году было сокращено до названия «Вольная борьба». 16 ноября 1938 года Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту издал приказ номер 633 о развитии борьбы вольного стиля. Это стало точкой отсчета в официальной истории самбо. Начался период крупных соревнований по борьбе самбо. Создаются первые учебные пособия Школьникова, Голковского. Создаются учебные программы. Борьба самбо помогла подготовить будущих бойцов Красной Армии, которых ожидало страшное испытание – Великая Отечественная война.